Снимаем, да? Да. Ну вот. Что, там видно нас? Или пониже пустить? Видно, да? Хороший вид. Садись рядом со мной. Пойдем с тобой в кадре вдвоем. Какая хорошая фотография. Садись сюда. Старший помощник. Ну вот, мы с тобой огребли кучу проблем на свою жопу. И бесконечное море приключений. Начиная с того, что научиться как снимать надо. Надо ее просто сильнее там. Да? Сделай горизонт ровно. Ну, вид такой, как бы, я не знаю, как с руля. Тебе будет видно? Это или надо сюда снимать? Будет видно, да? Настройка низкопрофильная. В описании написано. Это плохо? Нет. Больше скорость, меньше сопротивление воздуха. Насчет этих вот, которые воздух пускают. Я спросил. И чё? Они крутятся, и если очень много воды будет заливаться, то вода попадет внутрь. Ну и можно развернуть ее, чтобы назад не смотреть. Так? Да. А, окей. Хорошо. Сколько у нее длина? 42? 42,5 фута, да. 12 метров. Тут нормальное место, что-то я не знаю, широкие сидушки, ну, сидеть удобно. Ну, по крайней мере, лучше, чем на той, на... Бавария? Да. Там, Да. по-моему, уже были они, да? Они были там уже, и здесь такой сидушки не было. Ну, за счет того, что была лестница. Ну да, вот дополнительная сидушка еще. Так что, если дети приедут, могу здесь спать спокойно. Угу. Тем более, это закрыто от солнца. От ветра. На полу можно спать здесь. Гель-коут везде потрескан, даже здесь, вон, на палубе. Будет массивный кусок работы по восстановлению гель-коута. И вон там тоже. Но он везде потресканный. Да. Ну, это нормально, наверное. Ну, это нормально для возраста, но надо чинить, чтобы вода не попала внутрь. Внутрь, не внутрь помещения, а внутрь палубы, внутрь самого корпуса. Ну, потому что, видимо, вовремя не делали обслуживание, поэтому такая ситуация там. Ладно, пойдем вниз. Че тут? Давай я сниму эти рундуки такие большие. Да? Давай ты сядешь за руль. Таня. Ну, здесь капитан. Правильно. Вот и тебе командую. Первая команда. Старший помощник. Он, кстати, ты смотришься очень классно. А руль свежий тоже, за да? кожаным рулем. Ну, он такой, да, не потертый вроде. Там один шов разошелся. Где-то. Нет, вот который соединяет по длине. А, это? Угу. Ну-ка, порули. Ту-ту! Подожди, я дай тебе это. Так, что у нас здесь имеется? Щетка для барбекю. Очень важная вещь. Моющий, чистящий, смотри, Crazy Clean.
Фабригард. Ну и еще всякого тут. Модная сидушка. 2. Наверное, тут я не видел, что тут были эти подушки где-то. Может, они в офисе лежат еще. Там 2 запасных якоря у нас. Еще якорь цепь. Большая, якорь канат еще есть. Ручная помпа. Вот от нее ручка. Вот здесь. Воду откачивать, если все сломается. Береговое питание. Там провода есть все, да? Угу. А вот этот инвертор. Витрон. Виктрон. Energy на. А как туда залезть, если что-то починить? Ну, отсюда надо вытащить все и залезть. Там пол? Там... Вон пол, там под полом батареи литиевые, которые. Ну и шланги, кстати, вот водяные тоже есть. Еще какая-то красная сумка, с которой предстоит разобраться. Короче, надо все перебирать, да? Ну да, делать инвентарный лист, если в Индию пойдем. И важно эти шкертики, шкурки связывать. Ну вообще я имею в виду, что как бы... Так, это что такое? Так, есть барбекюшница у нас здесь, потом эта вот штука для флага, да? Для канадского. Флаг. Вон там. Флаг, да. Держалка для флага. Вон еще, это для рыбы, наверное. А с 2 сторон. Ну, для флага, наверное. Я видела, что в удочки. Турции палку ставят и со своим флагом личным. Ну, типа, что я там, типа, не знаю, с Германии приехала. Они с 2 сторон почему-то. Да. Ну, а для чего они? Может, для удочку вставлять? Да нет, это для... Это флага. Да? Я думаю, да. Может, Там дырка. ракетница? Там дырка. Туда внутрь? Ну, нормально. Женская вотчина. Тут нормально так дует? Это надо все почистить, да? Что по камбузу? Какие комментарии у тебя? Лучше нет? Там есть, да. Там инструменты лежат. И еще стартер запасной новый. Рация. Что здесь? Рация я проверил, да. Это все я проверил. Это вот Garmin InReach Mini, я не знаю, что это такое. Надо узнать. Iridium — это спутниковый интернет, который надо оплачивать. Ну и куча кнопок. Рация тоже не слишком старая, с GPS и AIS встроенным. Пульт от Витрона. И здесь солнечная станция. Сейчас она выдает вот столько. 13,6 вольт, 24 ватта, 1,8 ампера. Не знаю, как это понять, много или мало. Предстоит еще разобраться. Плитку мы проверили, 3 комфорки. Все работает. Слева от тебя, видишь, там под полотенчиком, под бумажным полотенцем, вон там коробочка, она управляет клапаном газа. А тут что? Это, наверное, винный погреб, так понимаю, для бутылок. Короче, все чистить, все мыть. Да. Что я люблю. А как они открывают ящики? Там внутри или кнопка, или нужно вверх поднять. Они такие на защелку, да, вот так.
Да. А там что? А ведь хозяин не придет сюда забирать? Нет, он же не может сюда зайти. Все, да? Всё. Это все all in, все, что на ней, все наше. Так, ну тут мотор. Да, под этим столом мотор. Двойная раковина. Здесь. А вот здесь есть помещение для кастрюль. Кстати, прикольно. Вода. А, мусорное ведро, смотри, встроенное. Угу. Вода неизвестно какая. Но крышки закрыты. Глубокое, да? Помещение. Да? Сейчас такое подойду. Да, большое. Сантиметров примерно 30-40. Ну это все там мыть, конечно, надо. Ну, я же говорю, тут спереди. Чисто. А там что? Это работает? Батарея выключена. А, батарея. Ну тут всякая кухня это. Это одно Место- сплошное пространство, да? Да, места больше, чем в турецкой, в Баварии. Да. Насчет холодильника я, конечно, он там под плесень, да. Можешь лампочки заодно проверить. Не знаю. Не работает. Ну-ка. Сейчас. А, освещение надо включить сначала. Cabin light. Ну-ка. Да, вот. Да? Жень, там какая-то плесень, да? Там, видимо, вода стояла внизу. И она за год заплесневела. Это морозилка, но он сказал, вряд ли там мороженое будет в замороженном состоянии. Типа около, наверное, нуля. И плюс это вот всё надо чистить. Да, там вообще отклеилось. Да, Да, тут отклеилась. Вообще дырка. И силикон ушел. окей. Ну ты открой мне, чтобы плесень это не росла еще больше. В принципе, тут места много мне. Рабочего пространства, да? Да, мне так много как бы. Если холодильники закрыть, будет еще больше. Он, И видишь, он, не плотно, да? да, он не плотно, потому что вот это вот. А, резина черная, резинка мотается. А, потом наклеенная уже, не родная. Тут ничего нет, а вот просто перевернуть. И удобно еще вот здесь надо, да, форму вот это, чтобы не и при качке могла упереться у нее. Тут мусорное ведро, здесь что у нас? Кастрюли. Все минимум, как бы достаточно. Ты свет включил, да? Здесь мотор. Интересное расположение. Такое вот. Он говорит, да, почему-то Вестербек название. Почему-то они покрасили его в красный цвет. Выглядит не очень привлекательно, но это хорошие моторы, лучше Янмара. Бывает, что Янмар красиво выглядит, но работает он уже в последние часы свои. Вот. Мотор расположен не в диаметральной плоскости, а больше влево. Обычно они расположены по трапикам, но здесь они его поставили под столом. И здесь нет подрулищего устройства. Он расположен не в ДП, а больше влево. И вал винта, вал, тоже больше в левой части, для компенсации заброса кормы. Такое решение от Saber. Окей, а если менять там что-то, как это, что делать? Все разбирать к Вот чертям? это открывается. Окей. Вот это открывается. И И на камбузе тоже небольшая дверца есть. Вот. Здесь, значит, у нас бойлер для горячей воды, всякие фильтра и сам мотор. Вот. Доступ к импеллеру легкий. Вот он, импеллер для замены. Шкив
главного, значит, двигателя уже снимали, потому что здесь вот вырезано, я смотрю, отверстие в этой bulkhead, чтобы, значит, снять его, получается. Снимали, наверное, для замены, может быть, ремня и генератор. Альтернатор вот этот, он заменен на более мощный, производительный. Это тоже блестяще, наверное, эта часть тоже была заменена. Окей. Ремень выглядит тоже свежий. Тут единственный провод какой-то. Тахометр wire disconnected. И вот он так, в таком состоянии. Тахометр у нас не работает. Окей, ладно, пойдем дальше, пробежимся быстренько, что тут еще у нас есть. Мне нравятся эти ящики глубокие, Леш. Вот эти глубокие ящики. Куда нажать ее? Ай! Нажать куда ее? Но она с разных сторон бывает. Сверху, снизу на себя просто крючочек такой. Так, посмотри. Вот. Ну это что там? Там пусто, просто она вот руку засунь туда. Они просто огромные. Это дальше локтя, да, у тебя получается? Да. По локоть. Тут покажи свой локоть. Ну, нормально локоть. Ой. Вот, тут что? Это что это за устройство какое? А, это компрессор от холодильника. Получается. Тоже выглядит, наверное. Так, картишки. Это инструкции на все детали. О, можно так сделать, да? Можно ящики вытащить. И туда еще он что-то попрятать. Колонка от музыки. И вот еще такое странное решение. Иллюминатор утоплен туда в глубину. И вот здесь такое световое окно. До него нужно тянуться. И свет только вот так падает под углом. Так, тут какие-то запчасти. Вот, кстати, это крепление вант. Я думаю, что инвентаризацию мы сделаем в отдельном видео. Да. Когда мы начнем всякие там. Вот еще крепление ванка, мощное, сочное. Это все тряпки, это все на выброс или... Так, это что, Marine Signal. Вот, кстати, вот эти вот ракетницы мы проверили. Там пистолет еще с патронами. Они еще годные. А это вот этот крючок. Это или Safety Vest, или это на штормовую погоду. Линь, которая по всей длине. А тут что? Полотишко. Это ручной GPS. Если идти куда-то в лес там или еще куда-то. И вот еще второй такой. И еще новый ветроуказатель. Это там прибора нет, наверное. Просто сама стрелка. Это впитывающие пеленки. Телевизор, музыка, пульт. А вот еще это крепление вант. Не помню, как оно называется. А, ну вот мачта, собственно, наша идет. Это кильстеп мачта, значит. Матрасы на выброс, да? Ну, это надо сделать осмотр. На выброс или не на выброс, неизвестно. Так вроде они в потеках каких-то, но надо посмотреть. Ну, это как бы не вещь первой необходимости. Да, и непонятно, как их заказывать, у них специальный размер. И да. Где их брать, это еще нужно все изучить. Хорошо. Я так закрываю? Мы пока здесь. Мы потом закроем в конце. Это вообще резинка на что? Что это? Силикон, наверное, какой-то. Так она отваливается. Как жвачка. Ну да. Надо тоже, значит, чинить. Что это? Вот эти штуки, видишь, они это виндскуп. Вот так вот сюда они вытаскиваются, и ветер, значит, ловит. Что еще есть? Кондиционер носовой.
Ну потом закроем. Да. Это у нас спасательные всякие пирбы, там парашюты, ракетницы парашютные. Еще там что-то, наверное, есть. Спасательное оборудование. Еще одна четкая, толстая. А вот еще одна. Куча ящиков. Они все пустые, я проверил. Да. Под носовой шконкой танк пресной воды. И вон там, вон, справа, видишь, приборчик маленький. Он включает лебедку. Лебедку якоря. Ведь покажи всякие внутренности, как бы стреляют, что слишком затянуто видео будет. Это спидометр, термометр и эхосаундер. Датчик 3 в одном. Тут там трубы, наверное, идут. Нет, Это слив от раковины у вас. прибор там висит. Еще прибор какой-то. Это вот спиннекер. Это вот стол наш, кстати. Спиннекер выглядит новым. Ну-ка, стол давай. Вон там это зажим. Крутить надо. На стол надави, крути в другую сторону. Так. Окей. Ага. И на себя. На себя? На себя. Опускай. Теперь эту сюда опускай, вниз. Должна ножка отстегнуться. Так, окей. Можно в таком виде, да, и можно в таком виде. Он такой шаткий какой-то. Зыбкий столик. Ну, можно расположиться, короче. Ну не, вот, за ножку надо было. Окей. Большой. Все поместятся вокруг него. Книжка, книжная полка. Все? Да, все. Больше такая женская территория. Выше тоже что называется. Тоже там. Там что-то лежит. Вон справа. Да. Конфета какая-то. Все лампочки заменены на LED. Так, тут шкаф. Шкаф. Вместительный шкаф. Да? Руки. Два кондиционера тут, носовой, кормовой, верх подними. Так. Не, да, кнопка. Кнопка справа. Так, что это? Проводочки. Запчасти. Всякие запчасти. То, что ты любишь. Что я люблю. Это что? Смотри, бар-спрей. Оружие против пиратов. Пусто. Джеки по тебе? Или что? Что ты достанешь? Флаги, да? Вот Флаги. флаги эти. Флаги МАМС или государственные? Это МАМСы. Интересно. Обычно на яхтах нет флагов. Здесь мне нравится вот много места. Полочка такая. Ну-ка, расположись на кроватке. Это чужая кровать, я не хочу на ней лежать особо. Там жилет, да? Желтый вот так. Угу. Тут топливный танк под кроватью. И shutdown valve для топлива. И вот здесь еще есть полечка. Пустая полечка. И на яхте один санузел. Такой, с двумя дверьми, с кормовой и с салона. Есть розетка. Электроунитаз.
душ, зеркало. Я нашел зеркало. Вот. И, собственно, раковина. И шторка мыться. Слышишь? Угу. Персональный компас. Так, let's go наверх. 205 градусов показывает. Я пойду проверю. А вот, смотри, такие есть здесь. Слушай. Да. Сигнал хорн. Тут еще, тут для машины всякие штуки. Ну вот, собственно, 42,5 фита, Сейбр, американская верфь, 91 год. Название Шилайла. Несколько есть смыслов у этого названия. Первый смысл — это палка для хождения, для помощи для хождения, для старичков такая вот палочка. Но с функцией оружия. На конце этой палки шишка. Делается она из блюберичного куста, эта палка. Сушится там год или два, или там 10 лет она может сушиться. Вот такое получается палка, боевое оружие. Первый хозяин лодки был военным моряком. Видимо, он поэтому и назвал ее так. Что она может быть и лодкой для удовольствия, и одновременно боевым оружием. Бимини. Вот такой домик здесь полностью. Ткань 2022 года. Все это шито новое. Есть кран-балка для тузика. Наверху 4 солнечных батареи. 2 твердые, 2 гибкие. На 960 ватт. Литиевые аккумуляторы. Такая мощная лебедка. Потому что здесь Генуя большая. Вот она аж до сюда идет. Это мейн, грот. Паруса новые, 2022 года, нехоженные. Радар. Весь бегучий такелаж тоже новый, 2022 года. Ванты не из троса, а из прутика стального. Сказано мне было, что он работает больше 10 лет. Можно. Ванты типа 6 лет. Трапик может есть где-то. Что еще здесь? Лебедка. Якорный канат на 170 метров. 3 якоря, это основной рока. Вес такой, размер адекватно выглядит. Спинакер на закрутке. Это гик для этого, для спинакера. Стаксель на закрутке. Вот это стаксель. А грот, значит, он лежит в лейзи-бэге. Мешок для лейзи-бэга тоже новый. Надо парус это засунуть под чехол. Спрятать от солнца. Это гик для спинакера, туда в сторону уходит, чтобы ветер ловить.
запасные эти канистры. И из проблем вот в этом месте и на баке повышенное содержание влажности из-за вот этих трещин. И здесь вот тоже вот в этом месте нужно все тоже чинить. В общем и целом, учитывая возраст, комплектацию, размер билдера, ферфь саму, потому что эта лодка считается люксового класса, используются более качественные материалы, состояние выше среднего, почти что идеально. Это снимается, да? Да, все это снимается, если не надо. Вон солнечные батареи там. Можно еще увеличить, кстати. Солнечных батарей еще можно. Еще можно 2, наверное, повесить. Ну все. Там предстоит нам всякая вот эта вот туча. Он предположил, что это часть, вот отсюда дойдет часть корпуса, а здесь просто набивка, вот, типа шпаклевки, и все. Ну, сам этот руль, он стоит крепко, нет ни одного миллиметра люфта. Ладно, что, погнали наверх, или ты пока ты посмотришь? Здесь вот тоже отсюда течет масло с этого. Угу. Нужно будет перед отходом разобрать и поменять прокладку и залить новое масло. Вот. Это вот устройство для обрезки тросов каких-нибудь, которые под водой мусор плавает, чтобы не намотало на винт, то он их обрезает. Так. Чик. Сюда. Вот. Один анод старый тоже надо заменить, один новый. И вот еще анод тоже новый. Так получается, что нужно сделать тут трещину и это вот прокладку? Чем дальше? Что еще? Вот еще трещина. Тоже в гелькоуте получается. И вот еще, да? Гелькоут это что? Какой-то просто... Защитный слой для, вот еще, для стекловолокна. Ну и тут вон дырку заодно замазать тоже. Кто-то будет делать? Я? Сам? Один здесь? Тут немного, да, я быстро это скрою и замажу. Вот это тебя интересует? Да. Ты снимаешь? Да. Тут небольшие участки почему-то отходит отошла краска. А остальная часть нормально. С несколько участков надо подмазать перед отходом. Потому что там серого цвета этот... А здесь она, видишь, какого цвета? То есть она как бы... Ну, она не похожа на стекловолокно. Слишком тонкий слой краски. Тут видишь слой какой, переход? Миллиметр где-то. Окей, но надо это надо все сдирать. Вот эту белую? Да. Да. Она неправильно покрашена. Или уже старая просто.
Так как ты будешь один все делать? Нет, я вот эти участки отберу. Мы чистишь? дойдем до Никарагуа. И там уже Эльбер покрасит. Так может тогда и не обдирать ее? Может тогда и не обедать. Еще трещина? Это сфоткаю и спрошу у комьюнити. Ну или кого-нибудь там. Здесь тоже он осыпается. Все, остальное под ничью вопросов больше нет.